Здравствуйте, папочки и мамочки! Сегодня мы с вами займемся развитием мелкой моторики детских ручек. В этом видео я сделал свою подборку интересных игр для детей и родителей. Игры очень простые и подойдут абсолютно всем деткам. Развивать мелкую моторику детских рук важно с рождения. Пока ребенок совсем мал, развивать ручки можно легким массажем, а уже далее переходить к простым играм. Игры не только разовьют мелкую моторику, но и научат ребенка тактильному восприятию. Большинство материалов для создания таких игр есть в каждом доме, и эти развивающие игры очень просты в изготовлении. Начнем от простого к сложному. Игры на тактильные ощущения. Насыпаем крупу в носок или воздушный шарик. Для этого можно использовать, например, горох или фасоль. Носок я использую в случае, когда ребенок может затянуть это в рот, а шарик, когда такой проблемы нет. После насыпания надежно завязываем горловину веревкой, и игра готова. Сделав несколько таких заготовок для игры, дайте ребенку их пощупать и помять. Это не только успокаивает, но можно и поиграть в угадайку, что там насыпано. Поролоновые губки. Поролоновые губки можно использовать не только для мытья посуды, но и также как средство для игры. Из них можно строить лестницы, замки, сортировать по цветам. А также это отлично подойдет для развития рук малышей, ведь губку можно использовать как первый детский кистевой экспандер. Отжимая воду из губки, тренируем мышцы руки. А если разложить их на полу, по ним можно ходить, таким образом тренируя и улучшая детскую координацию движений, перейдя от простой линии к шахматному порядку. Пустые пластмассовые баночки, бутылки и флаконы. С такими упаковками ребенка можно знакомить с рождения. Из баночек получаются интересные погремушки. Для детей чуть постарше интересно будет заниматься их открыванием и закрыванием. А также можно заняться засыпанием и пересыпанием гороха или крупы. Мы часто используем их, принимая ванную, наполняем их водой и делаем из них брызгалки. Переливаем воду, сжимаем бутылку, крутим крышку, тренируем руку. Изучаем, когда бутылка плавает, а когда тонет. Макароны, сушки, бельевые скрепки. А почему бы из них не сделать детские бусы? Используя шнурок от ботинок, нанизываем их на него. Отличная тренировка координации рук. Для тренировки детских пальчиков рекомендую поиграть с бельевыми прищепками. Они имеют разную силу сжатия, что позволяет тренировать пальчики ребенка. Мелкие тактильные ощущения у детей отлично развиваются при игре с песком. Если на улице лето, отправляемся в песочницу. В непогоду песочницу можно устроить дома с помощью крупы или манки. Крупу можно пересыпать туда-сюда, закапать в ней игрушки, а с помощью манки, высыпанной на противень, можно создавать интересные рисунки. Рисуем на манке с детьми. Летом на пляже я набрал мелких камней. Ребенку очень нравится с ними играть. Звучат они по-особому при пересыпании. Да и каждый камень для детской руки неповторим. А это отличное тактильное ощущение. Если у вас есть доступ к камням и гальке летом, обязательно походите по ней и наберите ее для поделок в виде природного материала. Игра в коробочки. Подбираем коробочки по размеру, чтобы одна влезала в другую. Получается тот же эффект матрешки. Чем коробочек больше, тем интереснее. В самую маленькую коробочку ложим сокровище. Пусть ребенок открывает коробочки и ищет заветный приз. Лепим из теста. Для неокрепших детских рук лепка из пластилина не очень удобна по причине его плотности и твердости. Для первых занятий по лепке можно использовать тесто. Использовать можно покупное или сделать самому из муки, соли, воды и красок. Из теста лепим шарики, колбаски, сворачиваем улиток. Добавив в игру спички, можно сделать ежика. Спички дадут первые навыки удерживания тонких предметов, что в последующем пригодится для правильного держания кисти для рисования.
и ручки. С палочками для счета, спичками можно придумать много безопасных игр. Используем их для поделок. Выкладываем елочку, железную дорогу или строим из спичек сруб. Чем ровнее и выше получится выложенный сруб, тем интереснее. Рисуем красками. Начать покорять вершины изобразительного искусства можно для начала руками. Рисуем пальчиками. Делаем отпечатки, выдумываем фантастические картины. Далее в процесс можно включить кисти и ватные палочки. Для рисования пальцами я рекомендую использовать специальные пальчиковые краски на пищевых красителях. Но иногда мы брали и обычные. Просто они чуть хуже отмываются от рук. Пуговицы открывают массу возможностей для развития. На шнурок, веревку или толстую леску нанизываем пуговки. Из пуговиц можно сделать бусы. С такими четками дети любят играться. А также, почему бы не выложить из пуговиц мозаику или даже картину. Также пуговицы по цвету и размеру можно сортировать по коробочкам. Игра с пуговицами даст ребенку навык их надежного удержания в руке, что позволит быстрее научиться их застегивать. Для детей постарше можно придумать увлечение посерьезнее. Игры с водой. Играть можно прямо в ванной или наливаем тазик воды. Поставив тазик на сиденье для ванны, запускаем игрушки. Купаем их, переливаем воду из одной емкости в другую. Например, с помощью обычного ковшика и лейки, переливая воду, ребенок может укрепить кисть руки. Заметьте, ребенок нальет в ковш воды сам столько, сколько сможет удержать, что позволит ему самостоятельно увеличить нагрузку. Летом помогаем поливать растения бабушкам и дедушкам. Развитие крупной моторики не менее важно, чем развитие мелкой, а поэтому ищем все, на чем можно безопасно повисеть, залезть, пролезть. Летом висим на турниках, ползаем по лестницам, пробуем катать на беговеле или велосипеде. Зимой катаемся на санках, ледянках. Что может быть полезнее, как бег в гору? Отличная динамическая нагрузка на все группы мышц. На этом все. Если видео вам понравилось, оцените лайком. Это очень важно, так я смогу узнать, что видео было вам полезным. Спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев, как вы занимаетесь с ребенком. Пока-пока.